Привет! Меня зовут Юля. В этом видео я покажу свой вариант низкоуглеводного и относительно низкокалорийного хачапури по-аджарски. Сначала приготовлю тесто. Для этого понадобится один небольшой кабачок 250 граммов. Я с него сниму верхний зеленый слой, чтобы тесто не имело зеленого оттенка. Но вам это делать не обязательно. Это влияет лишь на эстетику. Нарезанный и очищенный кабачок помещаю в блендер. Добавляю 2 яйца и хорошенько измельчаю до однородности. Смешиваю в миске сухие ингредиенты: 100 граммов миндальной муки, 80 граммов люпиновой муки. Если вы еще с ней не знакомы, то в описании под видео я оставила замену. Дальше добавляю 20 граммов псилиума, 10 граммов разрыхлителя, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки эритрита и буквально на кончике ложки добавляю ксантовую камедь. Перемешиваю. К этой смеси добавляю яйца с кабачком и вымешиваю тесто. Должно получиться такое плотное, но не очень тугое тесто. Накрываю тарелочкой и отправляю в холодильник примерно на час, чтобы тесто стало более плотным. А пока подготовлю начинку. Для этого натираю 250 граммов сыра сулугуни, но можно взять любой твердый сыр. А вместо эмеретинского сыра я использовала 250 граммов 5% творога. Высыпаю туда пол чайной ложки соли и перемешиваю руками, чтобы немного разбить крупинки. К творогу добавляю натертый сыр и слегка перемешиваю. Также в начинку можно добавить специи, например, сухой чеснок или черный молотый перец. В сыр добавляю одно яйцо и хорошенько перемешиваю. Подготавливаю поверхность для раскатывания теста. Под антипригарным ковриком слегка смачиваю стол водой, чтобы коврик не катался туда-сюда во время раскатки. Присыпаю поверхность любой мукой. Удобно это делать через сито. Делю тесто на две половинки и выкладываю на коврик далеко друг от друга. Немного сплющиваю руками. Снова присыпаю мукой. И раскатываю тесто овалом толщиной примерно 3 мм. Сначала полностью раскатываю одно, иначе два раскатанных пласта просто не поместятся на коврике. Можно слегка подровнять, обрезав излишки и подклеив к недостающим частям. Провожу лопаткой по периметру теста, чтобы оно легче отклеивалось. Теперь выкладываю начинку для бортиков. Для этого слегка сжимаю тесто в такую колбаску и не очень толстым слоем выкладываю в форме овала. Заворачиваю эту начинку в края теста. Если тесто липнет к рукам, то руки можно намочить. Старайтесь сделать так, чтобы начинка снизу не торчала. Формирую аккуратную лодочку, хорошенько поджимая углы. Разбиваю в миску одно яйцо и взбалтываю его вилкой.
С помощью силиконовой кисточки смазываю яйцом бортики. В середину выкладываю начинку, половину в одну, половину в другую. Слегка разравниваю. Отправляю выпекаться в разогретую до 250 градусов духовку примерно на 10-15 минут до золотистого цвета. В готовом и еще горячем хачапури с помощью скорлупы от яйца формирую лунку и добавляю туда желток. Если боитесь сырого желтка, то можно отправить хачапури еще на минутку в духовку. Имейте в виду, что одно хачапури весит полкилограмма, и если вы готовите только для себя, то смело делите ингредиенты на 4. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!